Сверхважно. Открытие Христа сознания. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Мы начинаем сегодняшний день у моря. Всем видно море. Все видят его силу непомерную, но волны какие-то такие неимоверно сильные и вместе с тем естественные. Такое впечатление, что это его естественное состояние, вот такая силища его, естественно для него. Ситуация, которая находится сейчас, эти две страны находятся на том пиковом состоянии, что победит и что быстрее будет победой. Будет победа, лицемерие, ханжество, утопия кабальности системности этой, или какая-то надежда на ту, на свободу. Настоящую свободу, свободу состояния. Свобода состояния, она всегда начинается в сознательном понимании. И сознательное понимание для многих и есть эта голова. И вообще, нужна ли эта голова, насколько она вообще нужна, когда есть представители всяких правительственных обществ? Не принято сознательное вот это, свобода самого состояния собственного. Состояние не принято, нет принятия самих себя в себе. Нет этого принятия, отвергнуто. И достаточно многим кажется это удивительным, и многим кажется, что это какой-то переговор излишний и не соответствует этой истине. Обязательно сейчас многие из вас начните снова и снова воспроизводить эти начальные такие составляющие. Я приму только ту истину, ту настоящесть, которая будет способствовать моей жизни и моей энергоструктуры. Жизнь. И это восприятие не физическое, не вне вас. Это внутренний посыл собственной энергии духа, души, сердца. И когда идет такое обращение, оно идет последовательно, внутрь себя. И это выстроенное намерение, которое будет не вне себя искать выход из любой ситуации, а внутри. Сосредоточиться на внутреннем состоянии головы, головного, спинного составляющего, основного жизненного аспекта каждого, внутри, индивидуального. Для многих из вас, кто слушает эти эфиры, смотрит эти видео этого канала «Новое пробуждение человечества», должно уже быть это естественным состоянием. Оно есть, но оно является как бы непривычным пока что до конца. Есть еще удержание того состояния, понимание, что я всего лишь человек. Как можно активнее сейчас, в более свободном порыве весеннего света, светимости, пробуждаемости, смотреть на себя и разговаривать с собой. И мыслить, принимая себя частью силы, энергии. Ибо как человек, это 2-3% вообще из всего, что вы состоите. И когда это есть я человек, тогда эти 98 как бы нагружены внешними обстоятельствами, внешними значениями руководителей, правительства, религии и тому подобных, и других культов. Когда перестраиваете каждый сам в себе, чаще утверждаете «Я дух», «Я душа», «Я божественная энергия». И вот это намерение сосредоточено, целенаправленно на этой мудрости, ярости, силе, могуществе, которая есть у множества и не была принята, забыта, отодвинута когда-то на потом, а главными стали правители, руководители, понтифики. Но это всего 2%, а 98% они принадлежат вам. Вашему рассудку необходимо это утвердить. И как можно меньше сомнений коснуться себя в себе утверждениями. Я – индивидуальность. Я думаю. Я нахожусь в сейчас. Я выбираю быть сильным, свободным, здоровым, богатым. Я принимаю решения. Я та часть меня, что является светом во мне. И чем чаще и честно и искренне вы это произнесете, проговорите сам в себя. Вы помните, что когда вы разговариваете, создаете какие-то намерения, создаете утверждения, мантры, читаете веления профет, наука изреченного слова.
Веления, переданные через профет, это есть медитация, молитва, созидание и освобождение, и единение самих себя в себе. И когда таким честным произношением вы утверждаете, что вы выбираете, на чем вы концентрируете свой рассудок, вы его из внешнего вот этих интернетов, каналов убираете, а сосредоточиваете его внутри и объединяете его с вот этой внутренней силой, которой вы не пользовались. Не пользовались. Не пользовались, а теперь это реально, вернуться к самому себе и честно признать, что это есть в вас. И что будет мешать первично, это суицидность энергии религии. И сейчас она особенно громыхает. Суицидность, лицемерие ее и суеверие. Вот это суеверие, сейчас такое впечатление, что прям-таки одно оно существует. И это суеверие, то есть страх перед Богом. Страх перед всем, что создано Богом. И вот так вы закрываете как пеленой, как какими-то архонтовскими этими убеждениями, которые так долго длились на этой планете. Но сейчас реально открыть пошире глаза и увидеть красоту там, где есть мир. Сейчас там, где нет взрывов. И увидеть, что мир Бога существует. И светит солнце, и есть природа, и теплее становится. Весна Миира становится явно проявленной. И когда вы это видите, то вот эти суеверные начинают таять. Свет этой весны Миира растворяет эти суеверия, эти страхи. Это первичные страхи перед Богом. И для многих из вас это понятно, что Бог уже для многих открыто, и из разных каналов вещают, и наука по-разному они вещают. Но есть очень общность такая большая, что Бог находится внутри ваших сердец. То как же можно дальше бояться собственного сердца? Как? Объясняйте себе в единстве с дыханием, с весной, горным ветром, солнцем, с морской стихией. Объясняйте настойчиво, старательно, в порыве вдохновения весны Миира. Объясняйте бесконечно себе. Сам себе. Сама себе. Необходимо с более глубоких глубин убрать эту суицидную энергию, этот страх перед Богом. Он находится внутри вас, ибо вы не дышали бы. Это то трехлепестковое пламя огня космического, которое есть в ваших физических телах. И за счет этого сердце стучит, есть ритм, есть движение, есть дыхание. Есть жизнь весны Миира. Миира весны. Изначального Миира весны. И это суеверие очень многим открыто в христианстве, да и в других религиях. Оно очень явно видно, что идя по улице, вы принимаете, вы двигаетесь в свободе, вы двигаетесь в совсем каком-то желании, ритме, дыхании своем. А если поворачиваете зайти в эти казематные темные, монастырские затхлые кабинеты, то вам сразу необходимо стоит указ: оденьте, покройте голову, закройте голову. Сознание ваше находится в той части головы вашей, которую вам надо закрыть. Где там нет солнца, где там нет жизни, где там рясы, двигающиеся в полуживые, утверждающие жизнь Бога. Как это реально, и как это возможно? И какая это будет жизнь, если в ней есть сплошное ограничение, и если самой жизни там нет? Ибо сама жизнь, она в вас находится. А когда вы приходите и четко слышите, и вам диктуют, что вам нужно покрыть голову и как держать руки, то есть говорит какой-то субъект, патриарх всея, понтифик и так далее, то вашей жизни тут нет уже. Ваше дыхание уже отсутствует, его уже забрали. Остается только одно безмерное почитание вот этой затхлости, вот этого нигилизма, славя смерть и ад. Слава смерти и ада. И сколько лет вы это делали, и сколько лет делали это ваши родители? Сколько лет это было? Сколько воплощений это было? Это не только это воплощение. Столетиями убивали саму жизнь, Бога Отца, Мать, убаюкивали, распинали. Убивали индивидуальность, силы.
ибо в индивидуальности непомерная сила, ее убивали. И оставляли только те дремучие, затхлые полуподвальные храмы, где там свет солнца не проникает нигде. Там окна всегда очень уменьшены, чтобы светимости не было, а они ее боятся. Для них полутьма в самый раз, а много света – это для них опасно. И это отражено на всей жизни человечества. И первично здесь звучит настоящесть, что они боятся Бога. Они боятся Бога и не позволяют, чтобы ваш Бог в ваших сердцах так ярко светил, так был свободен, радовался весне Меира. Не позволяли тысячелетия. И если вы принимаете Христа в себе индивидуализированного, вы теряете все страхи, все подчинения. Вы обретаете ту свою настоящесть бесстрашия. Это даст более ускоренное освобождение от того нигилизма, от тех страхов, от того безволия. И от тех всех внедренных, что человек незначим, и что человечество бездарное, бессмысленное, безропотное и подчиненное нигилизму, и может быть только управляемым. Докажите себе. Увидьте это. Это поможет вам сейчас все это снять. И вам это реально. Да, не один это день будет. И чем больше вы будете этим делиться, тем быстрее оно у вас будет происходить. Принимайте свое это бесстрашие, даже если оно у вас сейчас не очень явно слышно. И тогда это бесстрашие, смеливость, станет естественным состоянием. Оно есть у вас. Вы его очистите. Оно изначально вам даровано. Потеряв страхи, вы обретете изобилие, вы сможете остановить ту глобальную программу нищеты и убийства. И да, нужны будут настоящие ваши проговоры, настоящие ваши утверждения, но вам под силу это убрать. Утверждая индивидуальность и признавая Христа учителем человечества, силой, могуществом этого человечества, ваше сознание начинает светить и умножать эту силу. Ваше сознание, это приняв, начнет умножать и усиливать эту силу. Вам под силу сейчас растворить это все. Эти покровы тьмы, эти страдания, эту нищету, это убийство. Вам под силу сейчас. Ибо оттуда все изначально началось. Именем Бога отправляют убивать. Именем Бога уничтожают просто человечество. Но это какая же нечисть, какая в этом ересь? Ибо Бог создавал, и Он продолжает бесконечно создавать, и радость, свободу даровать каждому. И создает индивидуальность. Что говорит сердце? Что говорит душа? Что говорит дух? Ибо божественность – это есть сердце, душа. Так услышать ее нужно изначально там, а не от престарелого в черной рясе батюшки или другого понтифика. Сердце зачем дано? Зачем душа? Зачем дух? Это же говорит о величии вашей силы, которая находится в вас, в каждом индивидуальном вас, настоящем. Где там не отдана душа в рабство, где душа громыхает, где душа стремится к Отцу Небесному, где душа хочет славить Творца. А славить Его можно только в радости и в изобилии. Изобилие, изобилие. И жить не в полуподвальных, полуразрушенных домах, а жить в светлых светлицах, светлицах света, домах света. Как это все взаимосвязано? Если вы заживо захоронили Бога в своих сердцах, какие дома у вас? И поэтому разрушают их на раз, и без сожаления. И там, где нет взрывов, дома разрушены. Человеческими это делают, и как много вас не видят это. И делают это вашими руками. Вашими руками убивают детей. Только что родившихся убивают. Вашими руками убивают Бога в вас. Вы самостоятельно это делаете, вы убиваете Бога в себе, божественность на планете, обессиливаете себя. Их безумие такого пика достигло сейчас. А вам только и нужно просто вот так встать и посмотреть, что же происходит в моей жизни.
как я живу, сколько квадратов мое жилище, и кабальное оно, я столько должна выплатить, чтобы жить в жилище. Во мне свобода дарована. Почему я не созидал? Почему я ничего не творю, а просто покорно иду за тем, что говорит тот в черной рясе, в тех вандальных казематах? Я иду славить туда смерть. Я иду в пасхальные эти празднования, славить смерть свою, своих детей и Бога. И я ходил туда столько лет. Столько тысячелетий я это творил. Зачем мне это? Каждому мне. Индивидуальному Христу. Зачем мне это? Зачем мне ложь? Зачем мне этот обман? Зачем мне эта бедность и нищета? Зачем мне эта слава сатанистов и их приспешников в черных рясах? Нефилимских, архонтовских и понтификов, зачем? Зачем мне это, если я при этом очень быстро старею, становлюсь все больше и больше больным, все больше и больше нищим? Зачем мне это? Зачем? Выбери ты каждый. Выбери сияние весны Меира. Ты каждая женщина, утверди, я женщина весны Меира. Я женщина весны изначального, Меира. 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 Я женщина весны Меира изначального, созидательного, творящего, свободного. 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 Изобильного. 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 Зачем я здесь? Пришел сюда. А если я пришел, то верил весь мир в меня. Что я помогу им рассказать об этом. Верил. Верил Меир. Верили галактики в меня, планеты. Планета — это вот, на которой я стою, хожу, живу, а она ведь верила в меня, в ту силу, мощь мою. И так, безусловно, безмерно любила меня. Меня, каждого меня кормила, одевала, обувала. А я ее не замечал. Всех сатанистов, понтификов, религию, батюшков, этих всех в полутемных казематах прославлял. Ведь загубить обе страны они решили. Одна страна другую разрушая, разрушает саму себя. Я могу ведь это понять, увидев, что здесь происходит. Не попадать в их думы и россказни пропагандистских тех служителей той тьмы. Ведь я увидеть взором чистым, честным, интуитивностью, индивидуальностью могу. И золотые запасы иметь я тоже ведь могу. Хочу иметь. А не отдать этим вандалам на растерзание духа, души моей. Я могу. Я каждый могу, чего бы мне это ни стоило. Я выбираю. И первично сейчас пусть встанут все женщины России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы. Той Лемурии прекрасной, женщины. Женщины той Атлантиды. Женщины той величественной Атлантиды, где рассвет почти что победил. И он продолжит этот вот рассвет, это сияние силы женщины. Я женщина Меира, весны изначальной. Я женщина весны, изначального Меира. Я женщина изначального Меира весны, пробужденного, пробуждающегося здесь и сейчас. Я потомок той Лемурии, той Атлантиды, той силы. И я выбираю быть этим. Я выбираю быть вот этой силой, что есть во мне. Я выбираю это и прощаю всех мужчин. И посылаю Меир каждому сердцу, каждой стране. Пусть победит сейчас Меир света. Меир — силы Бога в каждом сердце. Меир — силы Бога. Да ведь он же есть в сердцах. Пусть победит этот цвет целомудрия, женской могущественной октавы. Я женщина изначального Меира, весны. Пусть он сейчас заговорит так, чтобы остановились все взрывы. Остановилось все вооружение, и Меир настал здесь и сейчас. Защитить могу в единстве вот с планетой, в биении сердца ее. Я смогу.
Я могу, я выбираю это. Я женщина изначального миира весны. Я женщина изначального миира созидания. Весеннего цветения, весеннего вдохновения, весенней радости, рассветной радости миира на этой планете. Я женщина изначального миира весны. И если это прозвучит очень настойчиво в огромной массе вас, услышьте сейчас великое множество этого звука, этого аккорда Бога в себе, эту ноту Христа. Эту ноту Христа услышьте, передайте, умножьте ее. Без понтификов и люциферианских программ, и религиозного всего сатанистского клона, проспонсированного суеверия, который вы так долго несли. В эту весну, сегодня, здесь и сейчас необходимо выбросить это, растворить. И в тех временных рамках, где я в это верил, я растворяю, я посылаю свет самой себе. Себя в себе, ту часть себя, где так боялась суеверия, где верила, что я грешница. Я есмь женщина изначального миира, весны. Я громыхаю здесь везде и всюду. Я есмь женщина изначального миира, весны. Я есмь женщина миира, миира изначального, весны. И эта сила превыше всего. Превыше всех страхов, превыше всех их догм. Она сильнее всего. Восстань во мне, моя сила женственности. Ни похоти, ни лицемерия, ни ханжества, ни суеверия. Все растворяю. А женщина миира весны, восстань во мне и громко загорись. Гори это пламя внутри. Это божественное пламя. Это сила Христа во мне. Вот это и есть славить, праздновать Христа, настоящего. Иисус Христос. Аватар эпохи рыб. Вознесенный Владыка. Воплощение Слова. Вселенский Христос. Образец Христа сознания, которое должно быть отображено детьми Божьими 2000-летнего цикла эпохи рыб. Иисус Христос, тот, кто реализовал полноту «Я Христа», и был назван Иисусом Христом. Он приходил, Он был, Он ходил, Он звучал. Он был в каждом моменте тех времен, которые до сих пор существуют на этой планете. Он приходил, чтобы открыть индивидуальное. Индивидуальное. Индивидуальное «Я Христа» каждому. Каждому человеку. И показать дела Отца. Небесного Отца. Я есмь присутствие, которые могут исполняться Его сыновьями и дочерями в индивидуализированном пламени «Я Христа». Трехлепесткового пламени индивидуальности. В их сердцах каждого индивидуального. Каждого индивидуального. И с его помощью жить и созидать. И создавать изначальный миир. Миир изначальный. За этим он сюда приходил. Очень много сказаний о нем были нарушены. Правдивость сокрыта, спрятана. И это секрет, который сейчас вы слышите. Это откровение, которое вы теперь знаете, и которым вам доступно поделиться великому множеству. Он приходил за этим, чтобы открыть индивидуализированное сознание Христа в каждом. И показывал, как это нужно сделать своим примером, своим быть. И пробыл он здесь 81 год. Он не вознесся тогда. Он жил, он питал, он звучал 81 год человеческого измеряемого понимания. 81. Он был. Он есть. Он здесь оставил след. Он оставил след силы, явно проявленность «Я Христа», индивидуальности.
Он за этим приходил сюда. И в иерархии светового Бога, реального небесного Бога, Иисус занимает должность мирового учителя. И если вы обращаетесь в свои сердца, вы обращаетесь в частицу индивидуального Христа в себе. И вы славите не понтифика религиозного, прославляющего смерть и ад, и не дающему жить, убивающему жизнь. А если вы смотрите в свои сердца, слышите их, вы славите Христа, того сияющего, того бесконечного, того радостного, который пришел создать, показать вам, что жизнь реальна, Бог реален. И вечно, бесконечно, без ограничений, без нищеты, реальное. Он пришел вам показать изобильную жизнь. Ибо золотые запасы были всегда у него в разных количествах, в полнейшем достатке. И у всех тех, кто его окружал. И не эти религиозные казематные иконы, малюнки, которые нарисованы. Там нет Христа. Там нет Христа. Там нет. И ходил он по этой земле. И славил он Бога, Отца Небесного, в простоте, в истинности, в красоте созидания, в могуществе силы и совершенного здоровья, нестарения. И это был Иисус. Это был Иисус. И это был Иисус. Это был Иисус. Иисус был и есть в вашем стуке сердца, в ваших сердцах. Нереально воплотить что-то прекрасное, настоящее, будучи в казематах, в которых славится смерть и ад, и подчиняться, и поклоняться, и восхищаться ими. Ибо все, что там активно происходит в этих казематах, это растление души. И те, кто уже ушли из физического тела, и те, кто еще находится, вы растлеваете, вы распинаете там души, идя туда. И не задумывались никогда. Кто любит кого-то больше, чем меня, тот недостоин меня. Это слова Иисуса. Иисуса настоящего. Иисуса бесконечного. Сияющего Иисуса. Вспомните о Нем. В эти сейчас, в эти празднования вспомните так, как никогда. Восстановите эту силу в себе, это могущество, эту свободу, изобилие сейчас. И вам это под силу. Не поступайте, как вчера. Не создавайте кланы их, не пытайтесь. Не питайте их кланы и клонирование, которые они осуществляют сейчас. А бесконечно вспоминайте живого Иисуса. Иисуса живого, сияющего. Так бесконечно умеющего любить, жить. Так, как любит Отец Небесный. Так, как умеет делать это Иисус. От этого одного его произношения его имени, только истинности сердцем, не в драхме их бубненных молитвах, а сердцем каждый произнесите эту славу Иисуса. Настоящего Иисуса, который дает дыхание, дает жизнь, дает все, изобилие всему. Саму жизнь славит всегда-всегда. Жизнь. Раз Он ее славит, то Он усиливает ее. И тогда Он управляет, и тогда нет смерти, и нет ада. Тогда воскрешает каждый сам себя в себе. Воскресите сейчас именем Иисуса. Воскресите тот свет Иисуса, с которым Он пришел тогда и показал вам. Ведь это же Иисус, настоящий Иисус. Ни догмы религии, ни драхмы этого всего нарушения не нужны вам. И доказательства, ваше сердце внутри вас знает это, может это и сделает это. Вы только сосредоточьтесь на нем как можно чаще и поделитесь с великим множеством, чтобы распахнулись небеса, и свет Христа проник в сердца, умы, сознание людей, которые так позабыли, которые привыкли только распинать Его. И распинали самих себя и жизнь свою, своих детей. Растлением распинали. И славили все это столько тысячелетий. Но ведь Иисус бессмертен. Почему так яростны,
так щедры ваши молитвы у того, распятого Христа. Так злорадны, кто там славит, рассмотрите вы все это. Как хитры и злобны их уловки. Увидьте это все сейчас, вот в этой весне Миира. Вот в эти мгновения. В каждом мгновении. Всмотритесь в те лица, которые вещают из тех монастырей угрожающую суеверную правду знания Христа. Не знают. Они отвергли его тогда, еще в те времена. И переписали все. Переписали в угоду себе, в угоду страха, подчинения вас. Миллиардов вас. Тогда все переписано, все изуродовано, и юродство стало преобладать. Как могло оно стать сильнее Христа? Как могло оно стать сильнее Иисуса Христа, Учителя человечества? Сознание индивидуального Христа. И если вы сейчас начнете молитву живому Христу и будете читать веления науки изреченного слова, вы поймете. И начнет сиять и разум Бога, начнет звучать в ваших сосудах головного, спинного мозга. Иисус, ведь это не просто произношение этого слова, если в истинности, честности проговаривать. Головной мозг начинает расцветать. Он в весеннем рассвете может произойти, этот подъем силы. Всколыхнуть всю тьму. Остановить ее под силу каждому из вас. Непорочное сердце Марии так много передала вам также. Небесная богиня, Мать. Ведь вы забыли, что вы силой молитвы сердца можете остановить войну. Я женщина Миира изначального. Миира весны. Отличайте, как вы произносите, какой звук у вас, какой голос у вас звучит. Если в вашем голосе страх, повиновение суицидности, суеверие, то вы тогда славите понтифика едва передвигающегося. Смерть и ад славите, но не жизнь. И тогда вы равнодушны к убийству, вас не трогает. Ваши сердца должны гореть радостью Миира, весны. А чтобы они загорелись, Миир весны должен настать здесь и сейчас, в это празднование весны. В эти пасхальные дни. Миира весны изначального. Миира весны изначального. Миира весны изначального. Это даст вам управлять своим сознанием. Вы начинаете управлять своим дыханием. Индивидуальность. 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 А если вы этим управляете, вы исцеляете сознание свое. Разум свой объединяете в единстве со стуком сердца. И тогда главенствует Христос. В той ясности, в той яркой непобедимой, несказанной мудрости и силе. Христос – Учитель человечества. И пусть Он будет единственным вашим учителем. И Будда, и Христос, и Сен-Жермен, и Владыка Эль-Мория, и все владыки миров бесконечных света. Они все настоящие. Они все есть. Они могут только в честности на ваши призывы сердца ответить. И на ваши деяния световые они могут отвечать. Но если у вас перекрыто это все прославление и страхом понтифика и религии, то вы как бы отторгаете, не пускаете в себя этот великий свет. Чтобы вы это услышали, вам первично нужно это почитание убрать. Это прославление, эти страхи перед ними. И вот тогда, в бесстрашии весны изначальной, весны Миира, вы сможете слышать настоящесть самих себя. Индивидуальность. Индивидуальность свою. Быть собой, быть в сознании Христа. Сознанием Христа. Не побежать куда-то. Не лицемерить, не восхищаться лукаво, им не нужно. Ибо эти лукавые произношения вас еще больше, еще ниже тянут в эти казематные прежние утверждения. В сердце своем утверждать, умножать индивидуальность Христа. В сердце своем. В сознании своем. И управление сознанием своим тогда становится вам явью и понятностью.
и тогда нельзя вами управлять. Это тот свет Христа, весны негасимый, непобедимый. Непобедимый свет Христа. Непобедимый свет Христа вам нужен здесь, сейчас. Вот это и есть вселенская Христа победа света. Одна на всех она нужна, всем вам. И только эта победа света спасет человечество от той гибели, которую они готовят, обезумевшие религиозные понтификовские, государственные элитные в кавычках существа. И только за счет вашего почитания и страхов они стоят на тех постах. Только вы их удерживаете. Вас миллиарды. И могущество находится не у них, а у вас. Вам нужно это сейчас признать. Славьте Христа на природе. Славьте, глядя на море. Я отражением стану твоим, Христос, глядя и благодаря бесконечность морской глади. Славьте так, совсем по-другому. И каждое мгновение, если что-то у вас прибавилось, увеличивалось, это даровал Христос. Вам изобильную жизнь Он даровал. Он говорил, как это нужно построить. Но не понтифик, не религия. Он, Христос изначальный, вселенский учитель человечества. Вселенский Христос. Будда и Матрея, и великие учителя, и Кутхуми, и те настоящие владыки света иерархи, великого могущественного небесного царя света. Он был и есмь, и всегда будет, царь великого света, небесный, Иисус Христос. То, как ему некомфортно в тех закрытых казематах. Его только славить, глядя на природу, небеса, на море. В силе ветра можно услышать его звук. Непобедимый во мне Христос. Жив Христос. Жив Христос. Жив Христос везде и всюду. И пусть мое сознание очистится от этой мути, от этой грязной, изувеченной люциферианской программы. Пусть это все мое сознание освободится и станет слушать звук Христа в моем, том сердце. Славить буду без лицемерия, без ханжества, а в чистоте той безусловной, той бесконечной, созданной Создателем, любви Христа. Будда, Христос и великое множество великого белого братства, настоящего, небесного. Не каких-то клановых создающих здесь. Называть они себя как угодно могут. Нужно вслушаться в сердца, чтобы не попасть в их загробное место, в загробную цивилизацию Нефилим. А усилить свет Христа в своих сердцах сейчас возможно, этой вот весной. Остановить убийство. Если каждый будет это произносить многочисленными своими сердцами, мир настанет. Вспомните живое обращение непорочного сердца, Розарий Девы Марии. Это живое обращение небесного сердца, Миира. Богородица Дева, радуйся, благодатная, небесная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Пресвятая, небесная Мария, Матерь Божья, молись о нас, сыновьях и дочерях Божьих. Ныне и в час нашей победы над грехом, болезнью и смертью. Указ Творца всегда выполнимостью будет. Таков закон мироздания. И если сейчас человечество поднимает свой взор в небеса, коснувшись сердца своего, мир настанет этой весной. Здесь и сейчас. Я есмь женщина изначального Миира, весны. Я есмь оплот Миира. Я есмь женщина, оплот изначального Миира, весны. Я есмь женщина, оплот изначального Миира, весны. Я есмь женщина, оплот изначального Миира, весны.
Уникальный практический курс «Дельфины». Проводник Ольга. Курс содержит прямую передачу, в этом его сила. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала «Новое пробуждение человечества». Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Благодарность наша непомерна творением Творца, Сириуса, дельфинам и китам. Они, незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Курс «Дельфины» — это радость неземная. Прямые передачи — Владыка миров, Элохим, архангелы, ангелы. Световые цивилизации — Сириус, Плеяда, Андромеда, Арктура. И дельфины и киты. Настоящая активация божественности, изобилия, в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе божественности. Усилить безусловную любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела, врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибрации собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части. Воссоединение с божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь. Нет возможности откладывать, воссоздать силу божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности, решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы, божественности в себе. Уникальный практический курс «Дельфины». Вопросы и запись по номерам в описании.